Здравствуйте! Я, Валерий Самович, рад приветствовать вас на своем канале. В этом видео хочу рассказать о моем варианте стойки, которая превращает дрель в полноценный сверлильный станок. Обычно, прежде чем приступать к проектированию и изготовлению того или иного устройства, той или иной приспособы или инструмента, я внимательно смотрю и анализирую варианты исполнения от различных умельцев в интернете. Особенно помогает в этом YouTube. Поэтому, прежде чем рассказывать о своей конструкции, хочу показать наиболее распространенные варианты исполнения стоек для дрели, выложенные в интернете. Как правило, основными элементами самодельного станка являются основание, стойка и подвижная часть, на которой жестко закрепляется дрель. Стойка может привариваться непосредственно к основанию, а может привариваться к пластине, которая болтами, в свою очередь, прикручивается к основанию. Такой вариант, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что позволяет путем различных прокладок добиться строгой перпендикулярности стойки к основанию. Наиболее распространенный материал для изготовления стойки – это прямоугольная или квадратная труба. Для основания используем либо толстый лист толщиной 10-12 мм, либо сварную конструкцию из профильных труб небольшого сечения. Подвижный узел станка назовем кареткой. Это узел, который двигается по стойке и к которому при помощи мощного хомута прикрепляется дрель. Первый вариант движения каретки по стойке – это непосредственное скольжение. Однако этот вариант, на мой взгляд, не совсем хорош, потому что очень сложно подобрать такие размеры каретки, при которых обеспечивается минимальный люфт. Кроме того, при интенсивной работе материал каретки и стойки подвержен ускоренному износу, что ведет к увеличению люфта. Второй вариант движения каретки – это использование подшипников, которые жестко закрепляются на каретке и при ее движении просто катаются по стойке. Данный вариант позволяет легко добиться минимального люфта и менее зависит от степени износа деталей. Следующий элемент самодельного станка – это привод, при помощи которого каретка передвигается по стойке и тем самым передается усилие от ручки штурвала на сверло. Первый вариант – это привод при помощи троса. Трос закрепляется сверху и снизу и хорошенько натягивается. Несколько витков наматываются на ось, соединенную со штурвалом. При вращении штурвала каретка движется. Недостаток этого варианта в том, что трос при интенсивной работе со временем растягивается, и его нужно постоянно подтягивать. Кроме того, есть вероятность размочаливания в месте контакта с осью, а значит, возникает необходимость периодической замены троса. Второй вариант – рычажный привод. Наверное, этот вариант неплохой, но меня он как-то не впечатлил. Третий вариант, который я увидел в интернете, можно отнести к разряду курьезных. Это винтовой привод каретки. В реальных условиях работать с таким приводом очень неудобно, так как приходится делать слишком много лишних движений. Четвертый вариант – привод при помощи шестерни и зубчатой рейки. Мне он показался самым надежным и поэтому применен в моей конструкции. В качестве зубчатой рейки может выступать велосипедная цепь. В этом случае в качестве шестерни применяется маленькая звездочка от велосипеда. А сейчас более подробно о моей конструкции. Основание – это лист толщиной 10 мм. К дну основания приварены удлиненные гайки М10, в которые вкручиваются болты для того, чтобы можно было добиться плотного прилегания ножек к поверхности, на которой стоит станок. Стойка сделана из прямоугольного профиля 40 на 60 мм, толщина стенок 3 мм. Пятка стойки – это пластина толщиной 10 мм, к которой приварена стойка. Пятка прикручивается к основанию 4 болтами М10.
Механизм перемещения состоит из шестерни, находящейся на одной оси со штурвалом, и самодельной зубчатой рейки. Процесс ее изготовления покажу чуть позже. Шестерня снята с нерабочего стартера. При вращении штурвала шестерня передвигается по зубчатой рейке, перемещая при этом каретку. Как вы уже поняли, каретка двигается по стойке на подшипниках, по дорожкам, задаваемым направляющими. Направляющие вырезаны из квадратной профильной трубы толщиной 2 мм. Идея движения подшипников каретки по направляющим позаимствована на канале Альгердаса Вашкелиса. Для того, чтобы при нажатии на сверло не было кручения каретки по часовой стрелке, сзади, напротив шестерни, добавлен еще один подшипник, который катится прямо по стойке. Передние подшипники соединены между собой в плавающий блок, который поджимается болтом М8 до тех пор, пока не будет устранен люфт. После чего зажимаются болты, на которые насажены подшипники. Размер основания 300 на 400 мм. Размер пятки 100 на 110 мм. Высота стойки 550 мм. На этих кадрах показана каретка со всеми, так сказать, потрохами. Высота каретки 180 мм, длина 145 мм, ширина 90 мм. Блок крепления дрели к каретке состоит из двух деталей, вырезанной из уголка 60 мм. Размеры показаны на экране. Длина ручки штурвала примерно 160 мм. Эта длина делается такой, чтобы в нижнем положении каретки ручки штурвала не цеплялись за поверхность, на которой стоит станок. Размеры накладки механизма перемещения 105 на 65 мм. Расстояние между осями подшипников зависит от использованного профиля. В моем случае по высоте расстояние 130 мм, по ширине 76 мм. Чуть подробнее расскажу о болтах, назначение которых обездвижить каретку в горизонтальной плоскости, или вернее в плоскости, параллельной основанию. Первый болт, как я уже говорил, прижимает блок передних подшипников к стойке. Второй болт плотно прижимает шестерню к зубчатой рейке. Третий болт прижимает к поверхности стойки задний подшипник. На этих кадрах вы видите возможность регулировки сверла в двух перпендикулярных плоскостях, что позволяет добиться строгой перпендикулярности сверла по отношению к основанию. Как я уже говорил, основание изготовлено из листового металла толщиной 10 мм. К дну основания приварены удлиненные гайки М10, в которые вкручиваются болты для возможности регулировки плотной установки станка даже на неровную поверхность. Для придания жесткости снизу основания приварены две пластины из листовой стали толщиной 10 мм. Эти пластины, во-первых, придают дополнительную жесткость основанию, во-вторых, убирают небольшую волнистость листа, которая была в моем случае. Для крепления и свободного передвижения тисков, в которые будут зажиматься детали для сверления, в основании вырезаны два паза, в которые вставляются доработанные гайки М10. Доработка сводится к тому, что удлиненная гайка М10 чуток обрезается по длине, а верхушка заужается
для свободной установки в пазы. Снизу, для того чтобы гайки не вываливались, навариваем 2 пластинки. Такая конструкция позволяет свободно перемещать тиски практически по всей поверхности рабочего поля. Как я уже неоднократно говорил, стойка представляет собой отрезок квадратной трубы 40 на 60 мм, длиной 550 мм, с приваренной пластинкой пяткой и прикрученными направляющими, между которыми будут двигаться подшипники каретки. Направляющие вырезаны из квадратной трубы толщиной 2 мм. Вначале через каждых 5 см накерним будущее отверстие, затем просверлим эти отверстия сверлом диаметром 5 мм. Приложив направляющее к трубе, разметим и просверлим отверстие в трубе сверлом диаметром 4,2 мм. Затем метчиком М5 в этих отверстиях нарезаем резьбу. Направляющее к трубе прикручиваем болтиками М5. Готовую стойку вы видите на экране. В качестве материала для зубчатой рейки применен квадрат 12 мм, длина которого 400 мм. Вначале делаем разметку зубьев. Расстояние между вершинами зубьев рейки равно расстоянию между впадинами зубьев шестерни. Далее делаем болгаркой или отрезным станком надрезы. Глубина надреза равняется высоте зубьев шестерни. После надрезов мы получили на рейке прямоугольные зубья. Для того, чтобы эти зубья легко входили в полное зацепление с зубьями шестерни, им нужно придать трапециевидную форму. Делается это болгаркой. Следующий этап – окончательная подгонка зубьев рейки под зубья шестерни. По всей длине рейки внимательно смотрим, как садится шестерня, и напильником делаем подгонку. Подгонка считается оконченной тогда, когда шестерня легко и ровно перемещается по рейке. Далее сверлим по краям зубчатой рейки 2 отверстия диаметром 6 мм. Размечаем их положение на стойке. Сверлим по разметке 2 отверстия диаметром 5 мм. Нарезаем в этих отверстиях резьбу М6 и прикручиваем зубчатую рейку к стойке болтами диаметром 6 мм. Готовая стойка с зубчатой рейкой на экране.
Основа для каретки – это швеллер шириной 100 мм. Отрезаем кусок длиной 180 мм, обрезаем одну полку и наращиваем порядка 50 мм. После наращивания швеллер имеет вид, показанный на экране. Далее сверлим 4 отверстия под болты, на которые будут насаживаться подшипники. В моем случае это болты М12, так как внутренний посадочный диаметр подшипников именно 12 мм. А значит, и диаметр просверленных отверстий будет также 12 мм. Причем два отверстия, которые ближе к полке, выполнены овальными, потому что здесь будет стоять плавающий блок подшипников, и он должен иметь возможность небольшого, порядка 3-4 мм, перемещения. Детали для плавающего блока подшипников показаны на экране. Соберем эту половину каретки для того, чтобы посмотреть, как подшипники будут ходить между направляющими. Вставляем подшипники каретки в направляющие, прижимаем плавающий блок к стойке и смотрим. Если все нормально, значит каретку можно собирать дальше. На этих кадрах вы видите полностью сваренную каретку со всеми необходимыми конструктивными и резьбовыми отверстиями. Каретка собирается так же, как мы собирали половинку, но только здесь еще будет добавлен подшипник для задней стенки стойки. В состав каретки входит узел передвижения каретки, который состоит из оси, выполненной на резьбовой шпильке М14, шестерни, двух подшипников с посадочным диаметром 14 мм и штурвала. Собранная деталь помещается в отрезок трубы такого диаметра, чтобы подшипники входили в натяг. Мне подходящую трубу найти не удалось, поэтому пришлось распиливать вдоль трубу меньшего диаметра, расширять распил, а затем городить стяжку по типу хомута. Сборка узла передвижения каретки происходит в следующей последовательности. Вначале на ось надеваем шестерню. Так как диаметр шестерни порядка 16 мм, то для того, чтобы она плотно сидела на оси, предварительно наматываю несколько слоев фум-ленты, а затем хорошенько зажимаю шестерню гайкой. Затем на ось насаживаются подшипники. Каждый подшипник фиксируется двумя гайками М14. Вставляем данную конструкцию в отрезок трубы и зажимаем хомут. Затем вставляем трубу с осью, шестерней и подшипниками в отверстие накладки и обвариваем по кругу. Готовое устройство показано на экране. Следующий элемент узла передвижения каретки – это штурвал. Основа штурвала – удлиненная гайка М14. В ней, ближе к краю, просверлены 3 отверстия диаметром 10 мм, в которые вставлены изогнутые отрезки закаленного прутка диаметром 10 мм. Отрезки прутка привариваются к гайке и являются ручками штурвала. Для удобства работы на концы ручек штурвала привариваются удлиненные гайки М12. Острые грани скругляются лепестковым кругом болгарки. Штурвал накручивается на шпильку. Для того, чтобы под нагрузкой во время сверления штурвал не откручивался, сверлим насквозь отверстие диаметром 5 мм
и вставляем в это отверстие болтик М5, который фиксирует положение штурвала относительно оси. Ограничение глубины сверления порой очень даже полезная функция сверлильного станка. В моем случае этот механизм состоит из двух удлиненных гаек М10, в которых насквозь просверлено отверстие диаметром 8 мм и штыря диаметром 7 мм. Гайки привариваются к задней и боковой части каретки, причем просверленные отверстия должны быть соосны. В них вставляется штырь, который зажимается болтами, и, упираясь в основание, останавливает каретку на определенном расстоянии от основания и таким образом регулирует глубину сверления. Процесс сборки показан на экране. Я думаю, что из видео все понятно, и особой нужды в комментариях нет. Помолчим. При установке стойки путем подкладывания тонких металлических шайб под пятку добиваемся перпендикулярности стойки по отношению к основанию. Завершающий этап – установка перпендикулярности сверла по отношению к основанию. Для сверлильного станка лучше всего подойдет дрель с редуктором,
так как на пониженной передаче даже при небольших оборотах обеспечит достаточный для сверления крутящий момент. На снимке такая дрель выше правее. Станком своим я доволен, так что время потрачено не зря, а процесс сверления доставляет только удовольствие. На этом, пожалуй, все. Если будет настроение, возможно, сделаю ролик про сверлильные тиски. Пока не решил, так как в моей конструкции нет ничего оригинального и подобных решений на ютубе полно. А пока разрешите откланяться. С вами был Валерий Самович. Удачи вам и успехов!